Собака выбирает только одного хозяина. Я уверен, вы слышали хотя бы один раз такое в жизни. Да и что уж там скрывать, скорее всего, вы и сами видели, что собака может слушать одного человека лучше, а другого хуже. Иногда собака может слушать лучше ребенка, который вообще не занимается воспитанием собаки. Иногда собака может слушать вашего партнера или партнершу, который фактически собакой не занимается. А вы, казалось бы, и ухаживаете, и моете жопку, и моете лапки, и ухаживаете, воспитываете, что только не делаете. А собака при первой же возможности говорит: пока хозяин или хозяйка, я побежал к запасному хозяину или хозяйке. Это происходит не от того, что ваша собака вас меньше любит, или вообще не любит, или любит больше второго человека. На самом деле всегда есть определенные причины, почему происходит именно так. И в этом видео мы разберем именно их. Привет, собаководы, я Игорь, инструктор по дрессировке. Начнем с самой первой главной ошибки. Это противоречие в правилах в семье. Один человек определил: на диван собаке нельзя, а второй тихую, пока никто не видит, берет туда собаку. Один человек сказал: нельзя кормить собаку со стола никогда. Второй человек втихую аккуратненько подкармливает. Конечно, в такие моменты собака начинает выбирать, кого слушать выгоднее, а кого можно полностью игнорировать. Никогда не противоречим правилам семьи. И более того, я советую совместно собраться в консилиум, собраться каким-то мозговым штурмом и определить, какие правила дома будут у вашей собаки. Как знаете, в любом городе, в любой стране где-то есть свод законов, правил, которые нужно обязательно всем соблюдать. Вот вы должны вдвоем, втроем, всей семьей выстроить эти правила для собаки и железобетонно их соблюдать. Если кто-то один не хочет их соблюдать, тогда он вообще не трогает никак собаку. Такой вариант тоже допустим. Определив заранее все эти правила, вам проще будет дальше договариваться, чтобы друг другу не противоречить. Это, знаете, как ученик и два учителя в школе. Ученик замечательно может понять, что на одного учителя можно забить, а другого нужно слушать. Вы на работе точно так же. Если у вас несколько начальников, вы понимаете, что кого-то слушать необходимо обязательно сразу же, а на кого-то в целом можно немножко подзабить. Собака тоже очень умное и хитрое существо. Конечно, собака будет взвешивать и анализировать и понимать, чьи правила соблюдать необходимо, а на чьи правила можно абсолютно забить. Поэтому правило — это первое, что вы вырабатываете с собакой сразу же. Второе противоречие, которое часто возникает у людей в семье, они противоречат друг другу. Один человек говорит: пойдем со мной, второй говорит: пойдем со мной. Вот этот, знаете, тест, кого собачка больше любит. Посадить собачку посередине и вдвоем звать. Вы сами показываете, что на одного из вас можно положить хвост, можно полностью забить. Действительно, когда мы работаем вдвоем, я могу дразнить собаку ни командами, ни задачами, просто пробегать мимо, намеренно уходить, а второй человек будет подавать задачу намеренно на выдержку, допустим, своей собаки. Здесь нет противоречия. Я ухожу, я ничего не говорю собаке, я просто бегаю рядом, я ничего не говорю собаке. Но в командах, в задачах противоречия быть не должно. Нельзя одновременно, допустим, подавать команду ко мне. Одновременно один говорит сидеть, другой лежать. Собака всегда будет тогда выбирать, кого нужно слушать. Выбора для собаки в таких вопросах быть не должно. Вы сами должны между собой для начала определиться. Поэтому еще раз, в задачах, в командах не противоречим. Отсюда еще третий пункт. Кто подал команду, тот и добивается выполнения в обязательном порядке. Это касается упражнений, это касается применения в жизни, это касается всего чего угодно, когда вы подаете какую-то задачу. Допустим, упражнение по приучению запрещающей команды на еду. Видео есть на канале. Один человек начинает делать и доделывает до конца в обязательном порядке. До конца, опять же, вы можете остановиться на первом этапе, сделать два этапа, сделать сразу полностью упражнение. Это уже формальности. Но второй человек в этот процесс не вмешивается. Очень часто бывает такое, собака понимает, что можно игнорить, пока не пришел второй человек. Тут надо слушаться. А вам нужно добиться того, чтобы собака всегда слушала каждого человека по отдельности. И в особенности это вырабатывается именно в упражнениях, именно в те моменты, когда мы делаем акцент на обязательное приучение каждой команде по отдельности. Я не говорю сейчас про форс-мажоры. Бывает такое действительно, что я занят каким-то делом, подаю собаке команду, и я не могу оторваться от этого дела. В это время мои же слова подкрепляет второй человек. Но в этом и суть. Это всего лишь форс-мажор. Такое не будет происходить постоянно. Такое будет происходить только в те моменты, когда по-другому произойти просто не может. И следующее правило для вашей семьи. Работают все обязательно члены семьи со своей собакой. Либо они абсолютно вообще никогда не трогают, не обращают внимания. Допустим, старенькая бабушка или совсем маленький ребенок. Изначально мы выставляем правило, что они не занимаются с собакой. И это условно, знаете, как сосед в подъезде.
подъезде. Он может погладить вашу собаку, но заниматься воспитанием собаки он точно не будет. Поэтому все члены семьи, которые имеют доступ к собаке, скажем так, в сознательном возрасте, должны в обязательном порядке заниматься с собакой равномерно, то есть по отдельности каждой задачи. Каждый должен добиваться команды ко мне, команды нельзя, сидеть лишь отстоять, игры. Пускай кто-то работает больше. Допустим, мне больше нравится играть с собакой, я буду играть больше. Кому-то нравится больше трюки отрабатывать, пускай отрабатывает больше трюки. Но в равной степени каждый должен уметь выполнить поставленную задачу. А вот кому что больше нравится, это уже дело индивидуально. Вы сами можете определиться в дальнейшем по мере роста собаки. И особенно сложно, поверьте, наш следующий пункт выполнять всем в равной степени. Никогда не вините партнера или партнершу в том, что занимается с собакой меньше. Никогда не вините других членов семьи, что они навредили или сломали процесс. Собака очень хитрое существо. Собака может научиться одного человека полностью игнорировать, а второго слушать абсолютно. И собака может понимать правила, что только при этом человеке нужно выполнять эти команды. Поэтому всегда следите за тем, как собака ведет себя с вами, чтобы с вами было послушание до 100%. Скорее всего, это тоже будет входить в привычку, и собака будет точно так же слушаться и всех остальных членов семьи. Но винить других в том, что они не доделали, не доглядели, смысла никакого нету. Сегодня это может быть другой человек, завтра это можете быть вы. Действительно, со стороны всегда больше и лучше видно все ошибки. Опять же, половина моей работы в этом и заключается, то, что я со стороны вижу хорошо, что человек делает не так и что нужно откорректировать. И также вы в семье, когда вы более-менее поработали с собакой, вам со стороны это будет виднее. Поэтому сразу научитесь слушать другого человека и точно так же делиться спокойно и смело тем, что второй человек делает не так. Со стороны всегда виднее, поверьте. Но не нужно из-за этого ссориться, ругаться, обвинять или еще что-то подобное. Поверьте, на онлайн-занятиях я вижу это постоянно, ссылка, если что, в описании видео, когда мне приходится выступать чуть ли не в роли психотерапевта, психиатра, психолога и говорить людям: так, давайте-ка сейчас вот это упражнение поработаем по отдельности и поймем действительно, у кого ошибок больше, у кого меньше. И маленький секрет, знаете в чем? Ошибки у людей абсолютно идентичны, абсолютно одинаковые ошибки допускают два разных человека. Именно из-за того, что они постоянно следят друг за другом, именно из-за того, что они видят, как второй человек работает со своей собакой. Поэтому всегда, действительно, со стороны виднее, но вы должны идти на конструктивные диалоги и в диалоге понимать, ошибка это или как сделать правильнее. Не бойтесь обсуждать поведение собаки вдвоем. Не надо избегать этих тем. И дополнительно, следующий пункт, он, конечно, опционален, но это всегда упрощает работу со своей собакой. Определите, кто за что может отвечать. То есть, допустим, я встаю чуть раньше, может быть, мне удобнее будет погулять собаку утром. Или наоборот, ваш партнер или партнерша встает раньше, и будет проще, чтобы этот человек погулял утром собаку. Кому-то не доставит труда заниматься грумингом собаки. Вычесывание, купание, стрижка когтей, еще что-то подобное. Кому-то категорически не нравится отрабатывать трюковые элементы. Человек попробовал, и ему не нравится. Без проблем, пускай он это не трогает. Но взамен он будет, например, больше гулять с собакой на улице. Или наоборот, больше играть. Вы можете определить обязанности так, как вам удобно. Такие договоренности заранее, что называется, определиться на берегу, очень сильно упрощают работу с собакой. Тогда вы меньше будете иметь конфликтных точек, где вы не поняли друг друга. Вы заранее можете об этом договариваться. Собака не должна быть поводом для конфликтов в вашей семье. Собака все-таки должна вас объединять. И собака — это ваше общее дело, которым вы вдвоем должны заниматься. Соблюдая эти правила, собака не будет выбирать, кто хозяин в вашей семье. Собака будет слушать каждого по отдельности. Все в ваших лапках. Пока.